Привет, меня зовут Алексей, и вы смотрите канал Лесной Строитель. Погодка, конечно, сегодня супер. Солнышко светит. Снег уже почти весь растаял в лесу. Обалдеть просто, да? Буквально 3, может быть 4 недели назад я здесь был в своей землянке и, как вы помните, сжигал тут чучело. Я так думаю, не зря его сжигал, потому что весна пришла, и пришла она очень быстро. Но сегодня меня беспокоит один единственный вопрос. А все ли там в порядке с землянкой? Дело в том, что, во-первых, из-за быстрой весны снег весь очень быстро растаял, а эту землянку я строил не на песке, а на обычном грунте, и даже добрался-таки до глины, когда устанавливал столбы опорные. И, соответственно, вода уходить, по идее, не должна. То есть, если она попадет внутрь землянки, то ей просто некуда будет деться. Если на песке она просачивается через песок и уходит куда-то поглубже, то здесь я не знаю. Если она все-таки попала внутрь помещения, то, по идее, скорее всего, там слой воды как бы не с полметра. Ну, а во-вторых, пока я сюда шел, метрах, наверное, в 200 обнаружил бутылку пустую из-под водки и 2 пластиковых стаканчика. Вот так вот. Здесь мусора я не видел ни разу. На моей памяти не было. Интересно, люди, которые распивали эту бутылку водки, нашли мою землянку или нет? Ладно, идти осталось недалеко. Сейчас немножко посижу, полюбуюсь красотой природы, теплым весенним солнышком, шуршанием сухой листвы под ногами. Ну и сниму куртку, да пойду дальше. Да, как будто просто вот по щелчку вот так вот раз и сменили зиму на весну. Там даже на крыше трава вон растет. Все на месте. И самое главное, полы сухие. Хотя я помню, было невероятное количество комментариев по этому поводу, что, мол, землянку затопит. Нету воды. Представляете? Я сам в шоке. Честно говоря, я был уверен, что здесь будет вода. Потому что, я еще раз повторюсь, когда я устанавливал столбы, вот эти опорные, я дошел до глины. Но, кстати, под глиной был песок. Но слой глины был сантиметров 20 точно. Ну, может быть, там 15. Куда вода ушла? Была ли она здесь? Неизвестно. Но самое главное, что ее здесь нет. Но очень холодно. На улице тепло, а здесь прям дубак.
Взял, короче говоря, я наконец-то веревку. Случайно, ну как случайно, заехал в магазин строительный и увидел там распродажу веревки. Что-то там 250, по-моему, рублей. Джутовая крученая веревка стоит 20 метров. А я прекрасно помню, как мне в комментариях люди писали, чтобы джут, птицы не воровали, не брали себе на строительство своих гнезд, пробей трещины между бревнами веревкой. Идея хорошая, но тогда она мне казалась немножко дорогой, потому что те цены, которые я видел в магазинах на веревке, мне показались не совсем адекватными. Ну а за 250 рублей милое дело. Взял лопату стальную, штыковую. Пусть она здесь будет. То есть черенок всегда можно изготовить из какой-нибудь ветки сосны. Как вы уже видели, грабли принес с собой. Тоже неспроста. Газонная трава. Хочу ее, не знаю, сегодня, может быть, в следующий раз немножко посеять, подсеять, где ее мало на крыше, да, ну и просто вообще вокруг землянки раскидать. А граблями предварительно вообще вокруг землянки весь мусор сгрести в кучу, всю листву, все вот эти вот опилки, стружки непонятные, которые появлялись во время строительства землянки, да, там, либо, может быть, разжигания костра и т.д. и т.п. Гвозди для того, чтобы пробивать веревку, петли, если будет желание и возможность, может быть, займусь еще и створками на окно. Ну, в целом как-то вот так. Еще, конечно же, взял с собой продукты. Они всегда мне пригождаются, потому что я люблю поесть. Погодка теплая. Сам Бог велел, да, на улице находиться у костра, сидеть и наслаждаться пением птичек. Что ж, давайте приниматься за работу. Не будем затягивать время. Садитесь поудобнее, наливайте себе чаечек. Может быть, уже и квасочек или еще что-то, да. Бутерброды обязательно нарежьте, не забудьте. Пора начинать. Да, с интернетом здесь у меня плохо. Но дома он почти у каждого сейчас есть. И уверен, сервис, о котором хочу рассказать, вам точно понравится. Так или иначе, каждый из нас смотрит фильмы или сериалы. А недавно я узнал о MovieLab. MovieLab — это бесплатная площадка для просмотра фильмов и сериалов. Для пользователя Android TV есть ТВ-версия, а для любителей посмотреть фильмец на смартфоне Android есть мобильное приложение. Для всех остальных создана специальная веб-версия. Пользователи MovieLab имеют уникальную возможность оценить самыми первыми горячие новинки. Вот, например, совсем недавно вышел фильм «Аватар 2». А в MovieLab он уже есть и в отличном качестве. Недавно еще и спортивные трансляции в режиме бета-тестирования запустили. Ну, футбольные матчи теперь точно буду смотреть здесь. Очень удобно. Но самое удивительное, лично для меня, по крайней мере, что для просмотра вам не нужна регистрация. Представляете? Приложение предназначено для бесплатного просмотра любимых кинокартин. А для зарегистрированных пользователей доступно комментирование фильмов, отслеживание истории просмотров, создание своей коллекции и другие полезные функции. Разработчики очень заинтересованы в развитии, и у них есть телеграм-канал, а также Инстаграм, бот и почта, в которых вы можете высказать свои предложения или задать интересующий вас вопрос. Чуть не забыл. У MovieLab есть отличный телеграм-бот для поиска и рекомендаций фильма. Ссылку на платформу, а также на все каналы связи с ее авторами я оставлю в описании под этим видео.
Поначалу не понимал, блин, как же эти гвоздики забивать. Они такие маленькие, то есть надо было либо подлиннее взять. Потом вспомнил, что у меня плоскогубцы есть. Я вот так вот беру плоскогубцы, зажимаю гвоздик и стучу. Тынь-тынь-тынь. Подстучал, и уже в конце, когда тоже не очень удобно забивать, плоскогубцы подставляю на шляпку гвоздя, тем самым удлиняя как бы, да, гвоздь, его площадь для удара, и уже бью по плоскогубцам. Давно у костра не сидел уже.
Зимой, по-моему, последний раз. Когда мясо готовил здесь, в своем костровище. Аромат дыма. Ну, кому-то он не нравится. У меня жена, например, вообще не переносит вот этот запах. Особенно, когда я прихожу из землянки. У меня прям пахнет костром, вот этим дымом. Ну, вот она вообще не любит этот запах. А я, признаться честно, просто обожаю. На костер можно смотреть вечно. Когда еще такой дымок идет. Вообще красота. Птички притихли. Наверное, у них обеденная сиеста. По-моему, это так называется. Короче, спят. Ну, я думаю, к вечеру они опять активизируются. Хочу лопату штыковую сделать. Какое-нибудь дерево надо найти. Более-менее, чтобы оно... Короче говоря, чтобы оно было не совсем сухое и в то же время не живое. Живые деревья мы же не рубим. А вот с этим здесь сложновато.
посадил цветы. Вырастут они, не вырастут, неизвестно. Хочется верить, что все получится. Но пусть будет своего рода эксперимент. Ну, а сейчас самое время замариновать мясо, которое будет мариноваться несколько часов. Там часа 3-4 точно. И можно, наверное, будет сходить за березовым соком. И какой же рецепт маринада я буду использовать? Сейчас нарежу кусочками, кубиками мясо, почищу лук, нарежу его, ну, все стандартно. Но я добавлю сок апельсина и сок лимона. Ну, естественно, специи, перец, соль. Я не знаю, что из этого выйдет, но таким образом я заменяю. Кто-то добавляет там кефир, кто-то уксус, кто-то еще что-то такое, да, там минералку. Вот таким образом я заменяю вот этот ингредиент, который должен мясо немножко подразъесть, да, лимоном и апельсином. С одной стороны будет кислинка, с другой стороны сладкий привкус. Я вообще всегда люблю сочетание многообразия вкусов. Посмотрим, что из этого получится. Ну все, мясо замариновано. Часика 3 можно ему, точнее, нужно дать ему постоять. И как раз есть время для того, чтобы пойти набрать березовый сок. Но я чуть не забыл, самое главное, поблагодарить одного своего подписчика, телезрителя. Город, к сожалению, я забыл, откуда он писал и прислал мне подарок. Подарок вообще был большим, ну, я имею в виду коробка, да, то есть огромная. И, ну, и там вот эта кепка была, такой вот блокнотик красивый. Но для меня, ну, подарок, естественно, вообще для меня любой ценный. Но для меня самая, так сказать, важная и нужная вещь этого подарка была, как он, такой станок для заточки цепей пильных. Сейчас я вставлю видеофрагмент, и вы посмотрите, как я в гараже у отца затачивал себе цепь для бензопилы. Супер вещь. Я потом попробовал бензопилу. Мне очень понравился результат. Если раньше я затачивал цепь за там что-то 150, по-моему, рублей, ну, относил ее в одно место и там мне ее затачивали, то сейчас я могу это делать сам. Павел, спасибо тебе огромное за такой подарок. Очень приятно. Больше я даже не знаю, что еще добавить. Продолжай смотреть мои видеоролики. Продолжай вести наблюдение. Спасибо еще раз. Ну а так,
я как бы никогда не просил никого дарить мне подарки, да, там, присылать презенты. И, наверное, лучше и не стоит этого делать. То есть, не, ну, если вы очень сильно хотите, то, конечно, давайте. Просто иногда я чувствую себя немножко неловко, что мне вот что-то присылают, и я как будто бы обязан. Хотя, с другой стороны, люди старались, вот особенно с топором, с этим тоже шикарнейший топор мне подарили. Я в восторге от него до сих пор. То есть я вот сколько уже пользуюсь. Супер, супер топор. Да ладно, что уж, дарите. Если что-то захотите дарить, дарите. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Воды наберем. Взял с собой ведро. Так, все ли взял? Молоток. Ну да, котелок, гвоздь. И капельница аптечная. С помощью нее буду набирать. Ну, сейчас покажу. Такой своего рода лайфхак небольшой. Я что-то как-то увидел в каком-то лесу. Смотрю, баклажка стоит и капельница. Обычная, медицинская. Шланг от дерева шел прямо к бутылке. Ну, я с ведром-то иду, я, в смысле, сок не в ведро набирать буду. В ведро я воду наберу. Посмотрим, что завтра наберется. Будем надеяться, что будет сока очень много. Сейчас сижу, пока здесь занимался этим отверстием и березой, слышу где-то там шум воды. Причем такой шум, как будто, я не знаю, как будто там водопад. Давайте дойдем, посмотрим. Вот, собственно, по этой причине я и не хотел идти на ручей. Ручей разлился, ну, потому что вода, снег подтаял, вода разлилась. Опять искать проход к основному руслу ручья.
хочу сделать створки на окно. Потому что у меня еще много свободного времени сегодня. По сути, заняться особо-то и нечем, пока мясо маринуется, да костер горит. А в следующий раз возьму с собой газовый баллон и уже и газовую горелку саму и обожгу, чтобы внешний вид был такой же, как и у фасадной части землянки. Отлично. Вот теперь можно прикручивать окончательно. До этого я наживил по одному саморезу. Еще надо будет потом какую-нибудь защелку здесь сделать. Так, чисто декоративную. Чтобы раз, чик, и закрыл. Я думаю, уже многие соскучились по шашлыкам. Ну, я, по крайней мере, точно.
запах прям, да, сумасшедший. Главное, чтобы еще и приготовилось все. Это такие шампура у меня. Да, гляди, сломаются. А этого, конечно, не хотелось бы. Опа. Сочетание сладкого апельсина цитрусового, да, и кисленького лимончика со специями и, естественно, сам вкус мяса. Вот это вот сочетание, ну, какое-то сумасшедшее. Кисло-сладко-мясное. Все вкусы, которые я люблю. Приятного аппетита, если вы вдруг сейчас сидите за столом. Ну, а если нет, то обязательно положите себе какую-нибудь еду. И давайте вместе поедим. Вроде бы все по мелочи, а как-то вот и день раз и прошел. Уже время 10. Завтра я очень надеюсь, что будет целый котелок березового сока. Ну, а в принципе, куда он денется? Должен быть, если никто не выпьет. И, соответственно, утро я встречу не с кофе, а с березовым соком. Отличное начало дня будет. До завтра. Птицы просто распелись, щебечут и щебечут с утра пораньше. Соскучились по весне, наверное.
Это был канал Лесной Строитель. Спасибо, что смотрите мои видео. Продолжайте смотреть обязательно. Оставляйте комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки. Кто-то, может быть, хочет поставить дизлайк. Тоже не отказывайте себе в этом удовольствии. До скорой встречи. Пока-пока. Рядом с ручьем, метрах там, наверное, в 10, предположим, выкопать яму под саму купель. Потом сделать такие траншеи, по которым вода могла бы поступать в саму купель, ну, вот течение ручья, предположим, да, то есть сюда вода течет. Выкопать траншею, здесь ее перекрыть временно, ну, то есть не докопать, короче говоря, вот этот участок. И здесь то же самое, то есть там полметра, предположим. Потом сюда опустить саму купель, сделанную из досок. И после чего, когда все готово, я открываю здесь воду и здесь доступ, да, к воде, чтобы вода могла циркулировать. Ну, насколько она будет циркулировать, непонятно. Ну, а почему бы, собственно, и нет. Единственные сложности, какие меня беспокоят. Первое, это когда я начну копать купель, ну, допустим, здесь расстояние 2 метра, да. А наверняка на глубине метр, там, 1,20 м здесь будет вода. То есть это первая сложность. Вода во время копания. Вода копания. Вот так вот. Ну и вторая, не сложность, ну, мне кажется, это нужно будет реализовать. Здесь на входе воды нужно предусмотреть какой-то фильтр. Это обязательное условие, чтобы воду хоть как-то фильтровать можно было. Ну, здесь он не нужен. Но здесь нужно предусмотреть какой-то канал, задвижку, чтобы можно было воду закрывать. И да и здесь тоже, кстати, задвижка нужна. Ну, я вот вижу как-то так этот проект. Если у вас есть какие-то пожелания или вы видите недочеты какие-то мои в чем-то, да, то обязательно напишите об этом. Реализовывать, если даже я это и буду, то буду я это делать, ну, я так думаю, не раньше июня месяца. Почему июнь? Да, просто потому, что будет понятно, как вода в ручье, насколько она уходит. Потому что я помню прекрасно, что там в августе, наверное, месяце того года воды, конечно же, было намного меньше. Сантиметров, наверное, на 15 уровень воды упал. Может быть, и 20. И, соответственно, я буду, во-первых, знать, на какую глубину мне копать яму и вкапывать туда купель, да. Ну и тепло будет. Можно будет сразу искупаться хотя бы. Смысл сейчас в апреле, там, в марте копать. Вот. В общем, у меня основная идея такая. Зато ночью никто подглядывать не будет из животных. А то косули ходят тут, бродят, смотрят все. Нечего смотреть. Лавочка прикрыта. Все.